В фильме «Звездные войны. Скрытая угроза» смерть Квай-Гона выглядит подозрительно простой. И это всегда вызывало у фанатов множество вопросов. Перед самой гибелью джедая есть эпизод, когда Квай-Гон, Мол и Оби-Ван были разделены плазменными щитами, и мы видели, как Мол расхаживал взад-вперед, в то время как Квай-Гон погрузился в медитацию. Это является прекрасным примером разницы менталитетов ситхов и джедаев. Однако сегодня нас интересует нечто более важное, а именно, что делал Квай-Гон во время своей медитации. Успокаивал ли он свои мысли и восполнял энергию, пока ждал, когда опустятся щиты, или же смог в тот момент заглянуть в будущее и увидеть важное грядущее событие? Об этой интереснейшей теории и пойдет речь в сегодняшнем видео. Квай-Гон был чрезвычайно предан воле силы и считал, что если что-то должно произойти, значит такова судьба. Возможно, медитируя, он действительно увидел, что умрет, и вместо того, чтобы попытаться повлиять на это, он позволил событиям развиваться своим чередом, сознательно решив пожертвовать собой, зная, что на то была воля силы. Но давайте разберемся в этом поподробнее. Почти каждый фильм «Звездных войн» заканчивается битвой на световых мечах. Эти смертельные дуэли создают не только эффектные финалы, но и зачастую несут в себе более глубокий смысл, символизируя ключевые идеи и противостояние всей саги. Например, дуэль Оби-Вана и Энакина на Мустафаре символизировала момент окончательного падения молодого Скайуокера во тьму. Он сопротивлялся этому на протяжении всей мести ситхов, но после поражения своему учителю, едва не сгорев заживо, Энакин полностью принял сторону тьмы и стал лордом ситхов. Еще лучший пример – это «Скрытая угроза», когда Квай-Гон Джинн, Оби-Ван и Дарт Мол сражались за будущее галактики. В конце боя Мол был мертв, и все выглядело так, будто победу одержали джедаи. Тем не менее, светлая сторона проиграла дуэль судеб, потому что Квай-Гон, которого Палпатин и Плегас считали единственным джедаем, способным обучить и уберечь избранного от падения на темную сторону, был убит. И с этой точки зрения, эта дуэль определенно была трагедией. А теперь давайте посмотрим на ситуацию шире. Как мы знаем, Квай-Гон погиб от единственного удара светового меча. Однако «Звездные войны» полны персонажей, избежавших смерти после гораздо более серьезных травм. К примеру, Палпатин пережил падение в шахту реактора Звезды Смерти, Вейдер был изуродован и сожжен лавой, а Мол рассечен пополам световым мечом. Помимо них, к списку можно смело добавить и героев сериалов Кеноби и Асока, которые выжили после, казалось бы, смертельных ран. Учитывая, что все эти персонажи смогли остаться в живых, кажется немного странным, что такой могущественный джедай, как Квай-Гон Джинн, погиб от одного удара светового меча. Простое объяснение заключается в том, что Квай-Гон не мог использовать темную сторону для поддержания своей жизни, и в итоге умер от травмы, которую, вероятно, вполне сумел бы пережить представитель темной стороны. Однако истинная причина может быть гораздо глубже. Если предположить, что Квай-Гон реально предвидел свою смерть, то его решение принести себя в жертву может показаться как минимум странным. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле у него могла быть веская причина поступить именно так. Речь идет об отношении Квай-Гона к самой силе, о чем мы уже упоминали ранее. Он никогда бы не поставил себя выше ее воли и был связан с ней больше, чем любой другой джедай. Даже несмотря на неполноту своего обучения, он смог познать азы того, как сохранить свою личность в живой силе после физической смерти, поэтому сам факт смерти не должен был стать для него полной неожиданностью. Возможно, Квай-Гон понял, что если он будет тянуть время, пока Оби-Ван не присоединится к нему в сражении против Мола, то будет действовать вопреки воле силы.
Квай-Гон осознавал, что его молодой ученик не был готов обучать Энакина, и если бы он лично продолжил обучение мальчика, то Энакин Скайуокер никогда бы не перешел на темную сторону. Потому что у него был бы Квай-Гон, с которым он смог бы обсудить все свои проблемы, включая сны о страданиях мамы и смерти Падме. Он вложил бы в Энакина весь свой опыт и знания, воспитав из него настоящего мастера-джедая. Но что потом? Скайуокер до конца своих дней возглавлял бы Орден, обучая других джедаев и защищая галактику. Но это не совсем то равновесие, которого хотела сила. Это ровно то, чего хотели джедаи. В результате сбылось бы их пророчество, а не истинное пророчество силы, которое в конце концов и привело к окончательному поражению ситхов. Ведь для того, чтобы наступил баланс, Энакин не должен был жить, а должен был погибнуть. Внутри него всегда была тьма, и она ждала лишь удобного случая, чтобы вырваться наружу. И когда он, движимый желанием спасти Падме, поддался на манипуляции Палпатина, тьма поглотила его без остатка, превратив в Дарта Вейдера. Поэтому, если бы Квай-Гон выжил и обучил Энакина, то его ученик вряд ли бы выполнил свое предназначение очистить Орден джедаев от высокомерия и принести баланс в силу. Более того, ситуация могла сильно усугубиться, ведь дети Скайуокера, скорее всего, воспитывались бы в храме джедаев на Корусанте, и Палпатин манипулировал бы уже не Энакином, которого так и не смог заполучить, а Люком или Леей, и, возможно, заставил бы их встать на темный путь уже с раннего возраста, что в итоге стало бы еще более разрушительным, чем в случае с Энакином. Сила могла открыть Квай-Гону и множество других, крайне нежелательных вариантов событий, о которых мы сейчас можем только догадываться. И тогда становится понятным его решение пожертвовать собой и будущим Энакина ради того, чтобы выполнить волю силы. В конечном счете, это решение приведет не только к провалу обучения молодого Скайуокера. Я плохой учитель, Энакин! Я плохой учитель! Но и поспособствует тому, что Оби-Ван и Мастер Йода извлекут уроки из своих индивидуальных и коллективных ошибок Ордена и передадут Люку свой лучший опыт на его пути становления рыцарем-джедаем. В свою очередь, это поможет сыну вернуть отца к свету, и Энакин наконец использует свой шанс исполнить древнее пророчество об избранном. Таким образом, жизненный путь Квай-Гона трансформируется уже не только в историю о самопожертвовании, героизме и вере, но и в то, что даже из трагедии может родиться новое начало. Ну что же, надеемся, вам понравилась эта теория. Если да, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что подобные ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.